А вот и Афганистан, моя 40-я страна. Попытались срубить с меня за регистрацию 100 тысяч реалов. Мы нашли дурака. Я начал гуглить, говорю, я сейчас проверю. Говорю, я не нашел никакой информации, что я должен платить. Хорошо, выписали мне какую-то карточку и говорят, фото давай. А у меня фоток нет, реально нет. Ну, выдали так, без фотки, печать поставили. Такое, страна такая. На меня сразу же набросились таксисты, такие назойливые, я таких никогда не видел. Хватают за руку, тянут, иди сюда, я говорю, денег нет, все, иду дальше. Уже почти вышел за пределы этого всего, и один особо назойливый тянет за руку. Я ему раз 10 сказал, пуль на дурам, денег нет. Он раз 10 сказал, да нет, не проблема, маджани, бесплатно, то есть. Поехали, говорит. А то там, говорит, ИГИЛ, талибы, хотя в том регионе ни ИГИЛа, ни талибов нет точно. В общем, я ему еще раз повторил, что денег нет. Он, хорошо, бесплатно. Ну, бесплатно так бесплатно, поехали. Хорошо, приезжаем в Херат, и он говорит, деньги, давай деньги. Чувак, ты мне сказал бесплатно, сказал. Какого хера, я тебе сказал денег нет? Нет, что ты хочешь от меня? Он уперся, деньги, давай деньги, даю ему 50 белорусских рублей. Он смотрел, что это такое. Поехали к барыгам, короче, к менялам этим. Он начал бегать, всем показывать, никто не знает, что это такое. Садимся в машину куда-то этим. Говорю, все, чувак, иди, давай, отдыхай. Открываю дверь, на ходу вылетаю, открываю багажник. Но он ехал, правда, не очень быстро, но ехал. В общем, на ходу достал рюкзак. Он опять меня догоняет. Я говорю, чувак, отстань, все, давай, пошли полицейских искать. Нашли ближайшего полицейского, я объяснил, как я смог, на фарсе. Ладно, говорит, хорошо, иди, что ты к нему пристал? Забирает у него мои 50 рублей и отдает мне. Я думаю, надо было вернуться, хотя бы отдать ему как сувенир эти 50 рублей. Сразу покупаю местную сим-карту, радуют цены, 50 афгани стоит всего сим-карта. Связываюсь с чуваком, которого я нашел по каучсерфингу. Начинаю пробивать, узнавать за маршрут. Я извиняюсь, что с телефона буду читать, просто времени очень мало на это все. В общем, да, я собрался в Кабул, в столицу. Туда попасть можно двумя основными способами, на самолете и по трассе. Проблема в том, что дорога проходит через провинции, которые контролируют талибы, в том числе через город Кандагар. Для местного населения Талибан особых проблем не представляет, но для тех, кто не похож на правоверных мусульман, как я, например, могут возникнуть проблемы, могут, например, отрезать голову. Но перелет стоит 80 евро. Огромная сумма просто для меня. Жизнь, конечно, дороже, но если ехать на автобусе, голову-то могут отрезать, а могут-то и не отрезать. Вариантов как минимум 2. А если лететь, то платить придется в любом случае. Я просил всех встреченных мною афганцев и путешественников, бывавших там, в том числе и моего друга Пабло из Аргентины, который проделал этот маршрут воздушным способом неделю до этого. Все убеждали меня, что ехать на автобусе хоть и в 8 раз дешевле, но очень опасно, почти смертельно. Про автостоп вообще речи быть не может. Каждый водитель или просто человек, встреченный на пути, может сдать тебя талибам. Говорят, они хорошо платят за неверных. Я встретился с Шуаибом, местным парнем, которого я нашел на каучсерфинге. Он мне сообщил, что пару путешественников смогли таки проскочить на автобусе, одевшись как местные. В то же время он сказал, что если бы ему нужно было в Кабул, он бы полетел на самолете, потому что он боится талибов. Я не знаю почему, они для местного населения действительно никакого вреда не несут, и сотни человек каждый день едут на автобусе по этому маршруту. В общем, пару часов раздумий, и я принимаю решение, я поеду на автобусе. Попытаюсь, по крайней мере. Он еще пару раз пытается меня отговорить, показывает фото убитых за пару последних дней. Не в автобусе, а так вообще, потому что война все-таки продолжается, какие-то обстрелы есть. Но я настроен решительно, я еду на басе. Мы идем и покупаем мне местную одежду. Полный комплект обходится мне всего 8 евро. Самый большой размер для меня коротковат. Пояс завязываю почти посередине трусов, рукава подкатываю. Мой рюкзак мы запихиваем в белый мешок из-под китайских семечек. Он покупает мне билет. Иностранцам, конечно же, никто тикет не продаст. 900 афгани была цена. Это меньше, чем 12 евро. За более чем 1000 километров пути, по-моему, цена более чем адекватная. В сумме у меня получилось 20 евро, это вчетверо дешевле, чем 80. При этом я получаю местную одежду и кучу эмоций. Теперь меня зовут Абдулла, именно так написано в билете.
Абдулла молчаливый, возможно, даже не мой, возможно, немного странный дурачок, но самое главное, он не иностранец, он местный. Шуаиб оставляет меня на вокзале, я остаюсь ждать отправления автобуса, которое произойдет час ночи. Я сижу и наблюдаю за афганцами, я всего лишь полдня в этой стране, я не знаком с местными, а следующие сутки мне предстоит быть одним из них. Я совершенно не похож на афганца, у меня светлые волосы. Если честно, они не совсем светлые, я всегда думал, что они темные. Но в Турции и в Иране меня не раз называли блондином. Борода и усы у меня отличаются еще больше от местных по цвету. Потом мне ребята сказали, что есть люди в Афганистане с европейской внешностью, особенно на севере вроде бы как страны проживают, я точно не уверен. Я замотался в Арафатку, сижу среди кучи мусора. Вообще удивляет, какая большая пропасть между Ираном и Афганистаном. Вроде бы расстояние небольшое проехал, люди разговаривают на том же языке. Но тут словно другой мир. Такие смешные тук-туки, вокруг мусор, грязь, люди справляют нужду на улицу. Индия прям приближается. Кстати, ссут афганцы сидя, под полами одежды ничего не видно и вот так вот как-то садятся, достают. Я особо не всматривался в технику, но тоже сел, у меня все получилось, я даже себя не обоссал. Но стоя, честно говоря, это удобнее делать. Еще одна особенность их поведения, они чешут яйца, не стесняясь, вот так вот в открытую. Ну, я тоже так перенял сразу же, обафганился. Вообще мой настрой до отправления автобуса менялся несколько раз. Да все выйдет, да блин, вообще легко, это как фалафель захавать, что там. До такого, что нет, я спалюсь, я не похож на местного, кто-то со мной заговорит и все, я сразу спалюсь. Пока сидел, купил водички, сначала использовал тактику, хотел косить под дурачка немного такого, но потом понял, что так я вызываю еще больше внимания на себя. И просто замотался, просто стал одним из местных, в местной одежде, в Арафатку замотан, с мешком. Кто меня отличит, особенно ночью. Ко времени отправления автобуса у меня уже уверенность так возросла, я уже действительно стал Абдуллой настоящим. Пошел искать свой автобус, их штук 20, может даже больше, и отправляются они одновременно на Кандагар и на Кабул. Я не знаю, почему так происходит, видимо для безопасности едут все колонной. И автобусы не подписаны, точнее Абдулла подходит со своим немым с билетом, тыкаю в двойку арабскую номер автобуса. Ни один не подписан, я не знаю, как они находят. И водители меня посылают то туда, то сюда. Сначала даже взяли мой мешок, загрузили, потом, нет, у тебя на Кабул билет, а мы в Кандагар едем. Хорошо, иди туда. В общем, оказался мой автобус вообще за пределами автовокзала. Нашел, все, погрузился. Место у меня оказалось, хоть и по билету было совершенно другое, но посадили меня в самом углу автобуса, в конце, вот прямо идеально, шикарно. Все нормально, часов 10 проезжаем, часов 10 утра проезжаем Кандагар. Этот город я увидел из окна автобуса. Не знаю, везде блокпосты, армия Афганистана, никаких талибов я не видел. Вроде бы все тихо, спокойно, но Кандагар это как раз рассадник талибов, талибский город. Но мы нигде не останавливаемся, а остановок в других городах не предусмотрено, то есть прямой из Герата в Кабул. Никто по пути не выходит, кроме тут уже поближе к Кабулу. То есть город мы проезжаем, не останавливаясь. В других городах эти автобусы не заезжают на автостанцию, просто прямой, из Герата в Кабул. 17 часов идет этот автобус, и по плану предусмотрено 2 остановки. Утренняя для молитвы и потом днем для обеда. Что-то утром я не заметил остановку на молитву, либо я проспал, либо пару раз остановились в туалет по-быстрому и все. После Кандагара дорога вообще испортилась, она и так была не очень, а потом просто вообще хуже, чем в Кировоградской области. Разрушенные мосты даже были, мы их объезжали вот так вот по руслу реки пересохшей. И ехали по сломанному мосту, я сижу и смотрю, вот как тут пропасть, прям вот она в сантиметрах от колеса. Ничего, проезжаем нормально. Пейзажи пустынные, пыльные, иногда проезжаем населенные пункты, такие же пыльные, постоянно блокпосты. 40 лет в стране длится война, эти блокпосты уже стали неотъемлемой частью ландшафта. Да, кстати, 40 лет война, и Афганистан это лидер по производству опиума, производит около 90% мирового опиума и вообще большую часть мировых наркотиков. Именно производят в Афганистане. Смотришь вот за окно, как люди живут в таких условиях,
Пыль, пустыня, воды мало, а они еще воюют друг с другом. Приходит время обеда, останавливаемся, большая остановка, все идут куда-то, я иду за ними. Проходим, какая-то проходная такая комната с трубой, с краниками, все умываются, моют руки, ноги. Очень хочется умыться, у меня лицо потное, грязное, но я понимаю, что лучше не надо, потому что так, когда я чумазый, я больше похож на местного. Проходим дальше и оказываемся в таком поле, огороженным забором. Не знаю, может 40 где-то квадратных метров территория. Это туалет, всех садятся и делают свои дела. Причем женщины, которых в автобусе было штук 7 из 57, поднялись на второй этаж, у них, наверное, какой-то свой туалет, может даже нормальный. Потом многие идут в этом же здании, там ресторан, кафе, на обед. Я не иду, я боюсь спалиться, я иду в автобус. Спалиться мне нельзя, потому что теоретически каждый может меня сдать Талибану. Я не знаю, может, конечно, это все преувеличение, но лучше перестраховаться. Я по-прежнему ни с кем не разговариваю, сижу, отвернувшись в окно, сплю или притворяюсь, что сплю. Мой сосед пару раз пытался что-то у меня спросить, спрашивает, я просто мотаю головой, отворачиваюсь, такой типа, ничего не знаю, отстань. Никто на меня не смотрит подозрительно, как на иностранца. Обычно, когда они видят иностранца, они говорят «Хуриджи, Хуриджи». Но в этот раз никто ничего такого не говорил. То есть я исполнял свою роль отлично. Сначала была такая жара, очень душно, невозможно, ехали даже с открытой дверью. Потом полил дождь, автобус начал протекать, прям потоки шли. Но уже люди некоторые повыходили перед самым Кабулом. И я смог менять места, уходить от дождя он то там, то там. За несколько километров до Кабула останавливаемся на блокпосту. Все мужчины выходят и нас проверяют. И у меня сумка-барышка висела на поясе. Меня вот так вот просто легонько по бокам проверили и все. Она была тут под одеждой и не видно было. Хорошо, что не нашли, потому что там камера вот эта вот, на которую сейчас пишу. 2 украинских паспорта, то есть могли бы быть вопросы, могли бы меня оставить надолго. Причем мне смотрели даже в лицо и ничего подозрительного не увидели. Ни афганности никакой не заметили. В общем, у меня все получилось. Я приехал в Кабул. Добрался я. Таким вот я увидел Кабул. Первые впечатления. Жесть какая-то. Пабло уже поехал меня встречать, я пока его ждал, жрать-то хочется, очень хочется, я целый день ничего не ел. Пошел пробовать уличную еду. Супчик за 10 афгани, пирожок такой с картошкой какой-то за ту же цену. В общем, цены меня обрадовали. Короче, честно говоря, никакой такой особой опасности я не увидел. Обычные люди себе едут в обычном автобусе из пункта А в пункт Б. Никакой напряженности я не заметил, никаких талибов тоже не видел. Блокпосты везде афганские, именно армии военных. Хотя все говорят, что это опасно, но, видимо, иногда они проверяют автобусы. И можно, конечно, конкретно попасть. Поэтому не рекомендую я никому этот маршрут. Мое видео это не призыв к действию. Теперь о Кабуле. Мы вписываемся в офисе у отличных ребят. Hey guys, we're in Afghanistan and there is a question for you. Who more look like locals? Me and Pablo? Or these foreigners? Сначала мы приехали и вписались к ним в старый офис. Причем они там и живут, и работают. Но они переехали в большое здание. Такое огромное прям. И вот мы сейчас здесь находимся, мы помогали им переехать. У нас тут вот своя комната, в которой я сидел. Вообще комнат очень много. Время отлично.
Today we have kebab party with guitar. Guitar party. Yeah. Take the thinking book and point it home. We've still got to. Kebab party. Another door. ทำให้ดูแคบหน่อย C'era buon imperi. Теперь пару слов о Кабуле. Цены нам нравятся, очень все дешевое. Вот, например, мы обедаем. Тот супчик, который я говорил, 10 афгани всего стоит. Мы покупаем 2 тарелочки по 10 афгани каждая, и лепешка хлеба тоже 10. То есть на 30 афгани мы вдвоем обедаем. Тростниковый сок 10 афгани, морковный сок 10 афгани, маршрутка столько же. Афганцы, как и иранцы, печатают деньги на туалетной бумаге, причем на использованной, по-моему, сразу. По городу течет канализация, прям вот по городу, неприкрытая. Воняет ужасно. Но город нам нравится, вот у него какая-то такая атмосфера. И тут тихо, спокойно. Правда, вот последние 2 вечера слышали стрельбу. Местные говорят, что это нетипично. Это бывает редко. Ну, такое так, постреляли чуть-чуть и все. А так в целом в городе все хорошо, все спокойно. Вот все в этом кадре. Тут трущобы, там на заднем плане новый город. В небе висит дирижабль, не видно его, наверное. Ну, тут ребята на свах кирпичи поднимают. Вертолеты только что пролетели, которые патрулируют город постоянно. Мужик тянет оконную раму куда-то. Какие горы! А посмотрите, какая чистая вода в этой реке из мусора. Прям таки кристально. А какой свежий воздух, аромат. Фу, как тут воняет. Нас позвали в гости в одну из этих трущоб. Вроде бы. Идем пить чай. Ходим в местной одежде. Мне очень нравится, очень удобно, очень легкая, не жарко в ней. European languages. Чему эти ребята могут изучить, обучить непонятно, потому что Netherlandish, not Dutch, but Netherlandish, and флаг почему-то Франции, вместо Германии флаг Бельгии, вместо Италии Венгрия, Россию тоже перевернули немного флаг. В общем, отличные ребята, образование тут замечательное. Но мы же с Пабло тут уже как местные ходим. Причем именно тут, в Кабуле, люди, когда нас видят, начинают разговаривать, ну пытаться разговаривать на английском. Сразу по взгляду видно, что они видят, что мы иностранцы. Хотя вот там ни в автобусе, ни в Герате никто на меня так не смотрел. То ли я так отлично исполнял, то ли я не знаю. Мы посетили местный музей. По моей дорожной грамоте, конечно же, бесплатно. Телефон Ericsson, принадлежащий президенту. И лица тут уже такие совершенно другие, разные, очень разнообразный Кабул. Тут есть как и такие азиатские лица, то есть монголоидные, узкоглазые, короче. Так вот и попадаются европейские, правда, очень редко. Пацанчик на европейца похож вообще. Очень такой разнообразный город по лицам. Пока еще побудем тут.
Место у нас просто шикарное. Потом, может, поездим где-нибудь стопом, тут покатаемся. В общем, посмотрим, как оно будет.